Всем привет, с вами Светлана. Сейчас мы с вами находимся на курорте с самым лучшим пляжем. В первую очередь он подойдет для тех туристов, которые любят отдыхать по системе «Все включено». Это Албена. Главное про Албену. Албена – морской курорт Болгарии, третий по популярности среди туристов. Албена отличается от других курортов в Болгарии тем, что это курортный комплекс закрытого типа, на въезде и выезде которого стоят автоматические шлагбаумы. Сам курорт Албена был основан в далеком 1966 году. По результатам многолетних данных самый теплый месяц – это июль. Средняя температура воздуха в августе составляет около 29 градусов. Вода в море самая теплая в августе. Этим летом в Албене больше всего туристов мы увидели из Румынии. Это уже традиционно. И много отдыхающих из Болгарии. Также часто встречались отдыхающие из Германии, Китая, Словакии и Украины. Отличием Албены от других курортов является то, что на территории всего курорта работает бесплатный Wi-Fi. Мы проверяли в районе теннисных кортов, и на пляже, и интернет работал нормально, несмотря на обилие людей. По курорту разбросаны такие питьевые фонтанчики, но здесь вода не просто питьевая, а минеральная. Это минеральная вода с низкой минерализацией, гидрокарбонатная. Она помогает при ряде заболеваний. На табличках, установленных возле каждого такого источника, есть информация о составе минеральной воды и ее основных свойствах. Еще особенностью курорта является, что на всей территории курорта работают полноценные бесплатные туалеты. Местоположение. Курорт Албена расположен на побережье Черного моря на склонах Добружанского плато, в 30 километрах к северу от Варны и в 8 километрах южнее Балчика. Албена граничит с природным заповедником Балтета с южной стороны курорта. Как добраться? Добраться до Албены можно на самолете до аэропорта Варна, а затем на автобусе проехать 38 километров. Автобусы из Варны отправляются в Албену каждые полчаса. Цена билета от 3 евро. Если ехать на машине, въезд на курорт до 30 минут бесплатный, а если на большее время, тогда придется заплатить за целые сутки. Цена зависит от места парковки. Самая низкая цена на автовокзале, но от моря самое дальнее расстояние. Парковки со средним расстоянием до моря стоят 5 евро. Самые близкие к морю парковки находятся в так называемой зеленой зоне. Все эти зоны парковок отделены дополнительными автоматическими шлагбаумами. При выезде на автомобиле нет возможности оплатить парковку прямо на шлагбауме. Оплату нужно проводить предварительно в таких вот местах, выделенных зеленым цветом. Еще одной приятной особенностью курорта является внутренний бесплатный общественный транспорт. Специальные маленькие поезда. Они курсируют по расписанию по своим маршрутам на курорте. Пляж. Длина пляжа составляет более 5 километров. Пляж очень широкий, похож на пляж на побережье океана. Ширина пляжа до 150 метров с мелким песком. На наш взгляд, пляж в Албене один из самых лучших пляжей в Болгарии. Пологий вход в воду, что подходит детям. Пляж ежегодно получает звание «Голубой флаг» с 1996 года. Зонтики и шезлонги для постояльцев в отеле бесплатны, кроме первого и второго ряда от моря. За эти зонтики нужно все равно заплатить. Остальным гостям курорта можно взять свой зонтик и расположиться в бесплатной зоне. Или взять зонт в аренду. На всех пляжах этим летом цена одинаковая: 3,5 евро за зонтик и 3,5 евро за шезлонг. Матрас 1 евро. Пляжи имеют спасатели, медицинский пункт с машиной скорой помощи, оборудованный простыми раздевалками и душевыми. Урны для мусора имеются и на пляже, и на всех оживленных улицах. Поблизости у пляжа находятся бесплатные туалеты. На пляже Албены можно не только позагорать, поплавать в море и поиграть в пляжный волейбол. Покататься на водном мотоцикле обойдется в 30 евро за 10 минут. На банане 10 евро. На таблетки 15 евро. Покататься на катамаране можно за 15 евро за 1 час. Прогулка на катере 7,5 евро со взрослого и с ребенка 5 евро. А если вы захотите разнообразить досуг водно-воздушным экстримом, к вашим услугам парасейлинг. Один полет стоит 60 евро. Если лететь вдвоем, тогда выйдет 90 евро за двоих, а троем 125 евро.
Проживание. В Албании почти все отели предлагаются по системе «все включено». И в этом есть свой плюс. Он в том, что не надо тратить время на поиски места, где поесть, и, соответственно, остается больше времени на сам отдых. Цены на жилье этим летом стартуют от 104 евро за двухместный номер в отеле 3 звезды. В отеле на первой линии у моря цены начинаются от 137 евро. Имейте в виду, что это минимальные цены, а максимальная цена, доступная для бронирования, составляет 332 евро на двоих по системе «все включено» с бесплатным доступом в спа-центр и парковкой. Остальные цены находятся в этом диапазоне. Еще нужно учитывать, что самые лучшие отели раскупаются заранее, как правило, еще зимой. Также следует иметь в виду, что если вы будете отдыхать в отеле далеко от моря, то наверняка он будет значительно выше, то есть на приличной возвышенности. Но в Албании нашли современный выход из этой ситуации. Для отелей, которые находятся на возвышенности, для удобства построен вот такой эскалатор, на котором вы можете подняться к своему отелю или спуститься к морю. Еще мы обратили внимание, что отели, которые далеко от моря на возвышенности, выглядят более изношенными. Надеемся, что это только снаружи. Если вы отдыхали в таких отелях, напишите свои впечатления в комментарии под видео. Питание. Как мы отметили в Албании, отели предлагают проживание по системе «все включено» уже с питанием. Но для желающих дополнительно разнообразить свой рацион есть заведения общепита. Их не так много, как на других больших курортах, но найти их несложно. Некоторые кафе или ларьки с мороженым и другой едой работают прямо у пляжа на променаде, что очень удобно. Так, обед в одном из ресторанчиков у моря All Inclusive предлагает за 11,5 евро, а ужин за 15 евро. Пройдя дальше, можно найти цены ниже. Если вы предпочитаете сами питаться, то продукты можно купить в маленьких магазинчиках, но цены там курортные в прямом смысле слова. Заглянув в один из таких магазинчиков, мы только удостоверились в этом. Хотя на вывеске было завлекательно написано «Good Price», но цены были даже выше, чем в автомате по продаже снеков, здесь же на курорте. Что посмотреть в Албании? Прямо на территории курорта есть аквапарк «Аквамания». Цены в аквапарке в разгар сезона 22,5 евро взрослый и 11 евро детский. Кроме классического аквапарка в Албании появилась и новинка – большой плавучий аквапарк прямо в море. Билет стоит 7,5 евро, а в выходные 10 евро на день. Вдоль берега параллельно пляжу идет асфальтированная дорога, своего рода променад, по которой можно гулять или кататься на велосипеде. По этой улице расположены ресторанчики и ларьки с фастфудом и аксессуарами для пляжного отдыха и сувенирные лавки. Тут же расположены массажные павильоны. Повстречался такой павильон с пилинг-рыбками. 20-минутный сеанс обойдется в 10 евро. По всему курорту стоят банкоматы. На курорте присутствует широкая инфраструктура для занятий спортом. Можно поиграть в волейбол, заняться теннисом. 1 час игры с оборудованием и тренером стоит 44 евро. Поиграть в бадминтон. Пострелять из лука за 10 евро взрослому и 7,5 ребенку. И есть в Албании езда на лошади, езда на картинге и мини-гольф. Прокат велосипеда для двоих стоит 7,5 евро за 30 минут. Такой же велосипед, но на электрической тяге, стоит 10 евро. Предлагаются разнообразные услуги, включая детский сад и детские клубы с воспитателями. Тем, кто не привык целыми днями лежать на пляже, рекомендуем посетить природный заповедник Балтата. Воздух в этих местах богат солями, озоном, йодом, бромом и кальцием. Его влажность оптимальна и составляет в среднем 60%. Поэтому отдых в Албании многие совмещают с укреплением здоровья. Медицинский бальнеологический центр использует все, что дано природой этой местности: экологическую обстановку, минеральную воду и морской климат. Прямо из Албаны можно взять множество экскурсий, некоторые из них: посещение города Балчик и мыса Калиакра, посещение дельфинария в Варне. Плюсы. Хорошая природа, рядом находится заповедник, много зелени вокруг и на территории курорта. Хорошая и уникальная инфраструктура курорта. Бесплатные интернет, туалет и душевые для всех. А зонтики с шезлонгами бесплатны для отдыхающих в отелях. Бесплатное транспортное сообщение по самому курорту. Чистое и теплое море, пологий вход в море. Море отлично подходит для маленьких. Есть свой аквапарк, второй аквапарк в море и аттракционы. Есть возможность экскурсий, на курорте довольно спокойная атмосфера для отдыха, так как здесь мало случайных людей. Минусы. Самые большие цены на проживание, потому что включено питание, и максимальные цены на продукты.
Платный въезд на курорт на машине на время свыше 30 минут. Итоги. Отлично подойдет для тех отдыхающих, которые любят в первую очередь природу, комфорт, спокойствие и отдых по системе «Все включено». А деньги не являются решающим фактором в принятии решения. Интересно, а были ли вы в Албании? Что вам понравилось или может не понравилось? Напишите в комментариях. Я надеюсь, что эта информация была полезна и поможет вам принять правильное решение. Я ожидаю, что вы оцените мое видео. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые интересные видео. Всем пока, до новых встреч!